Что такое Warframe и как он играется в 2022 году? Это условно бесплатный кооперативный лутер-шутер с неплохой боевкой, приятным геймплеем и множеством контента. Впервые закрытый бета-тест прошел в 2012 году. Чуть позже был ОБТ, а сам релиз в 2013. В то время ее рекламировали достаточно часто. Я о ней узнал благодаря Юзе. Чутка поиграл, мне она вроде как понравилась, но отдал предпочтение другим играм. Разработкой занимается студия Digital Extremes. До Warframe в нулевых они занимались разработкой Dark Sector. По итогу в 2008 году выходит совсем другая игра, но с названием Dark Sector. Чуть позже студия решила снова вернуться к своим наработкам из нулевых. При этом игра уже называлась Warframe. Многие люди по ошибке или незнанию почему-то говорят, Warframe очень похож на Destiny. Хотя вышесказанные мной слова как минимум это должны отрицать. Но если даже просто загуглить, Warframe вышел в релиз в 2013 году, а первая часть Destiny в 2014. Но поиграть в нее могли далеко не все, потому что она была платная, так еще и только на консолях. В начале своего пути Warframe получил не очень положительные оценки. Люди к ней относились больше с хейтом, потому что элементарно было очень мало контента. Спустя 5 лет, благодаря разработчикам, которые верили в свой проект, им удалось добиться хорошего результата. Зарегистрированных в игре игроков было чуть больше 40 миллионов, а постоянный онлайн превышал более 120 тысяч человек. Сейчас же игрушка часто опускается вниз до онлайна в 20-30 тысяч. Но когда выходят новые дополнения, онлайн снова возвращается к 100 тысячам, что лично для такого проекта считается великолепным результатом. Начнем с сюжета. Как для онлайн лутер-шутера прописан очень даже неплохо. Первые несколько лет после выхода игры над ним никто толком не работал. Раскрывалась история очень медленно и в основном за счет ограниченных по времени ивентов. И только вот в 18-м апдейте сюжет стал хоть как-то вырисовываться. Если кратко и без спойлеров, то Солнечную систему поделили между собой две фракции – Корпус и Империя Гринир, которые вяло грызутся между собой на развалинах древней империи Оракин. Игрокам отводится роль Тенна – древних воинов в бронекостюмах, которые некогда были частью империи Оракин, но после определенных событий были помещены в Криосон и провели там очень много времени. Начинается игра с того, что Warframe игрока, только что вылезший из Криосна, пытается захватить солдаты Гринир, а тот с помощью таинственной Лотос пытается убраться куда подальше. По мере прохождения сюжета нас обучают в принципе всем основным базовым фишкам, от создания оружия до первого спутника. Спутник я имею в виду компаньон. Насколько я слышал, последние дополнения в плане сюжетного повествования намного лучше проработаны, чем буквально 3-4 года назад. Короче, контента в игре предостаточно. В чем заключается основной геймплей? Вы всегда начинаете у себя дома, на звездном корабле под названием Арбитр, где нужно готовиться к заданиям. Выбор экипировки, модификации, крафт – все происходит в этом небольшом хабе, рассчитанном на одного человека. Помимо обычных миссий, где нужно в основном убивать очень много болванчиков и при этом фармить ресурсы, у нас еще есть открытые уровни, где можно взять дополнительные миссии, побегать по файнсу с людьми и так далее. Боевая система. Это одна из огромных причин, почему люди полюбили Warframe. Если объяснить попроще, это помесь шутера, наверное, с Devil May Cry, и кто-то еще приравнивает Diablo. То есть, если вы хотите бегать только с пушками, базару ноль. Выбор дальнобойного оружия огромный. Луки, пистолеты, дробовики, автоматы и так далее. Причем некоторые дробовики и пистолеты сделаны в очень интересном стиле. Ты как бы вначале стреляешь, потом делаешь милишный удар и снова можешь стрельнуть. Получается так, что можно делать разные комбинации. Плюсом ко всему этому катаны, двуручные мечи и даже способности. У каждого Warframe есть свои уникальные способности. Кто-то владеет стихией огня, хилом, танчит много урона и так далее. Что такое Warframe? Они представляют собой боевые экзоскелеты, управляемые расой Тенна. Для обычных обывателей, кем собственно я и являюсь, это как классы персонажей. Прокачка. В этой игре мы прокачиваем абсолютно любое оружие, компаньонов, а также Warframe. При достижении различных уровней мы можем накидывать в ячейки оружия новые модификации. Максимальный ранг оружия 30. После повышения уровня экипировки и самого Warframe нам дают доступ к рангу мастерства. Каждый ранг мастерства увеличивает шанс на получение редкой награды за ежедневный вход. Увеличивает максимальное количество обменов за день, лимит ежедневной репутации синдикатов, а также необходим для доступа к
различным предметам в магазине. Если вам стал доступен ранг мастерства, будьте осторожны. У вас есть одна попытка в день, но я скажу вам, что там ничего сложного нет. Я их проходил с первого раза, по крайней мере начальные этапы. Модификации. Их существует достаточно большое количество, такие как 40 к здоровью, сопротивление к электричеству, дополнительный урон или шанс крита и так далее. Их можно улучшать, а также вставлять в вашу экипировку. Существует много гайдов для каждого оружия, какие модификации ставить и где их можно найти. Чертежи. Их можно купить, выиграть, получить в качестве награды за босса, либо же в конце миссий. Допустим, если вам нужна какая-нибудь пушка, можете посмотреть, где падает этот чертеж и пойти попытать удачу. Это неотъемлемая часть Warframe, потому что только с помощью чертежей вы можете создать экипировку. Сам крафт занимает определенное время, допустим 12 часов в сутки, либо вообще трое. За денежку можете все это ускорить. Локации. Большинство из них со своей некой атмосферой. Я действительно проникся работой дизайнеров, но со временем начинают надоедать, потому что все чаще замечаешь однотипные локации. PvP. Может быть, он раньше был неплох, но сейчас это пустая трата вашего времени. Во-первых, нет баланса. Я подключался к игре и всегда был один, причем против меня были двое. Я их, конечно же, на скилле распетлял, но тем не менее. Почему PvP это не про Warframe? Потому что здесь присутствует донат. Так или иначе, он играет большую роль в этой игре. За донат вы можете купить абсолютно все. Экипировку, различные дополнения, приглашения на ивенты и так далее. В принципе, оно и понятно почему так, потому что игра фри-то-плейная. Они живут за счет доната, но так как игра больше PvE, я не вижу здесь чего-то сверхстрашного. Фу, честно вам скажу, не хотел браться за обзор Warframe, потому что в ней слишком много контента. Для того, чтобы опробовать, а также понять хотя бы половину этого контента, в игре нужно провести как минимум часов так 500. Для фри-то-плейной игры вам в ней не заскучать уж точно, особенно если вы будете играть в кооперативе. Если я вам начну перечислять уникальные пушки с какими-то необычными для нас с вами боеприпасами, то что тут есть компаньоны, которым тоже требуется экипировка, уровни развития с повышением ранга мастера, внешний вид для каждой пушки, меча, крыльев для полета в космосе, различные эффекты, которые тоже можно разукрасить в любой цвет. В общем, кому будет интересно, кому эта игра понравилась, добро пожаловать в YouTube. Более подробные обзоры на экипировку, патчи, обновления лучше всего расскажет типочек, который провел в этой игре более 3К часов. Я же, как обычный обыватель, рассказал вам об этой игре с точки зрения глазами новичка в 2022 году. Если я в чем-то ошибся, можете поправить в комментариях. А теперь давайте перейдем в саму игру. Я там вам покажу интерфейс, разные фишечки и так далее. Как заходим в игру, мы начинаем на таком вот кораблике. Здесь у нас много информации, я думаю, поначалу это будет непонятно. Самая главная панель — это у нас звездная карта. Здесь у нас есть все планетки, на которые мы можем полететь. Как, допустим, открыть другие планеты. К примеру, у меня Фобос закрыт, наводимся на Марс, то есть очевидно, что путь к Фобосу лежит через Марс. И здесь у нас есть узел Фобоса. Для того, чтобы его открыть, нужно выполнить некоторые задания на планете Марс. То есть одолеть противников 150, просканировать фрагменты и открыть 3 реликвии. Плюс мы получаем 6 наград. Награды везде разные и они очень даже хорошие. Это же касается и всех остальных планет. Почему я говорю, что в этой игре масса просто контента? Потому что я лично за свои где-то 20 с чем-то часов большинство из этого контента еще и не прочувствовал. После этого у нас здесь еще есть разрывы бездны. За них можно получить очень много разных плюшек. Сами квесты, которые у нас есть активные. Вот ожидает, можем его типа выбрать активным, либо же полететь на узел Фобоса, то есть Марс. И здесь еще происходят события. Сколько этих событий в год, честно, я не знаю. Вроде как говорили 3 или 4 штуки. Плюс есть синдикаты, настройки Плексуса, новости можете почитать. Ну, естественно, типа PvP-шки. Это конклав здесь называется. Истребление, командное истребление, захват и Лунара. Я играл командное истребление. Меня закидывают вечно почему-то одного против двоих, чаще всего. Есть различные задания тоже для PvP, как и для PvE. Дальше, вот наш песик. Он дается бесплатно по мере прохождения квестов. Следующий стол — это у нас кодекс. Здесь у нас показаны миссии, которые мы завершили и которые можем начать следующие. Вселенная — это получается мы можем узнать интересное, допустим, о различных фракциях, компаньонов, как они выглядят, что они делают, чем питаются. Ну и сами миссии, конечно же. Зачистки, раскопки и так далее. Дальше у нас магазинчик. Это самое главное, самое основное в этой игрушке, естественно. Теперь идем в заднюю часть нашего корабля.
Справа у нас находится кузница. Здесь мы находим чертежи и с помощью этих чертежей создаем себе различное оружие, варфреймы и так далее. Естественно, для создания компонента требуется время, допустим, 30 минут, 72 часа, 24 часа и так далее. Это у нас модификации, их очень много. Как я говорил ранее, есть различные билды, ребята создают там то, сё, под каждые пушечки, мечи. То есть, действительно, в этом плане много всего и нужно разбираться прям конкретно. Инкубатор можем переименовать, вывести нового. Эта фишка у меня еще не открыта. Дальше, арсенал. Это наш Warframe. Мы можем его поменять, если есть доступные, либо улучшить. Вот модификации, которые можем накинуть. Так же самое изменить внешний вид. Различие внешнего вида здесь огромное, если честно. Плюс цвета можете настроить. Кому как что нравится и зачем. Дальше у нас идет оружие. Можем поменять себе пушечки, которые вам нравятся, которые вам доступны, либо которые хотите купить, возможно. Оружия здесь очень много. То есть, я думаю, каждый найдет для себя что-то интересное. Тут действительно они отличаются и, как мне показалось, очень интересные. Допустим, в других играх я такие пушки вообще не видел. У них же можем изменить внешний вид, то есть раскраску, так же самое и улучшить, то есть накинуть модификации. Для того, чтобы накинуть модификации, нам нужно получить вместимость. Как получить вместимость? Мы прокачиваем нашу пушку, то есть с этой пушки мы должны убивать как можно больше людей. У нас открывается вместимость до 20 максимально, если не ошибаюсь, и после этого уже можем накидывать различные модификации. Эти же модификации можно еще и улучшить. Допустим, сейчас плюс 45% к урону электричеством, мы можем потратить какую-то копейку и, допустим, сделать 70% к урону. Дальше у нас идет пистолет, тоже много разных вариантов. Можете кидаться чем-то, можете стреляться. Следующее оружие это у нас катана. Ну, может быть, как одно из вариаций, естественно. И просто мне нравится катана. Хотел открыть, точнее даже буду пытаться его открыть. Это кама. Не одна кама, а получается как парная кама. Можете поставить такие, допустим, кулаки. Тоже, вот, кстати, парные камы. Что тоже есть интересное, это меч и щит. Что достаточно необычно. Молот большой. У нас есть еще один дополнительный клинок. Он открывается за способность. По крайней мере, это у этого варфрейма такой. То есть я нажимаю четверочку, допустим, и у меня появляется такая вот катана. Естественно, там, допустим, в ней больше урона, но меньше скорость атаки. То, что я и говорил, у каждого варфрейма есть свои навыки. Допустим, у этого паренька, вот его типа способности вызывает еще типочков, которые разваливают кабины вашим врагам. Ну, это по типу, наверное, какого-нибудь танка. Да, есть щит, есть мощный такой удар. На самом деле, очень интересно, я вам скажу. Типа, если бы, допустим, играли бы мои кенты, я бы эту игру позадротил бы. Но так как из моих знакомых никто не играет в Warframe, по крайней мере, уже. Раньше играли, сейчас, естественно, что-то нет. Я бы хотел бы вам больше рассказать, чем я знаю, но я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что это сделать очень даже тяжко. Я же вам сейчас показал чисто мелкую часть всего Warframe. То, что лично я сам знаю, и попытался более-менее объяснить для новичков. Если кому-то понравится, если кто-то захочет поиграть, он уже будет примерно понимать, что, где и зачем нужно делать. Мое мнение следующее. Игрой я, честно скажу, доволен. Еще раз повторюсь, играли бы мои друзья, я бы тоже в нее играл бы. И играл бы на самом деле с радостью. Потому что проходить миссии в соло не очень интересно. И если вам с другом не во что поиграть, ищете, допустим, на какую-нибудь игрушку, я считаю, Warframe это просто идеальный вариант. Вы вместе с кентом залетите в эту игру, первые 20 часов вы будете бегать и просто удивляться всему этому новому. То, что вы не видели этого в других играх, на самом-то деле. Надеюсь, вам ролик понравился. Я честно старался рассказать максимально все подробно, чтобы новичкам эта игрушка либо понравилась, либо просто узнали что новое для себя. Как говорится, до скорых встреч!